Представь, что ты смотришь на каплю обычной воды, и вдруг она превращается в поле боя. Маленькие извивающиеся червячки-нематоды мечутся во все стороны, будто почувствовали надвигающийся апокалипсис. А все из-за того, что прямо сейчас мы добавим к ним одну из самых известных старых школ штуковин – марганцовку. Справится ли она с ними? Или эти ребята переживут все, как старые закаленные терминаторы микромира? Давай посмотрим. Привет, друзья! Я Виктор, и вы на канале Под микроскопом. Месте, где мы вместе исследуем микромир таким, как его никто больше не показывает. Каждый день вы пишете комментарии с идеями, и я все читаю, абсолютно все. Иногда даже думаю, что мои нематоды уже знают ваши имена, настолько часто вы просите эксперименты. И да, вы снова просили показать реакцию нематод на марганцовку. Ну что, делаю. И сразу напомню, мои видео – это наблюдение, а не инструкция к лечению или эксперименты дома. Мы просто смотрим, как микромир реагирует на разные вещества. Все ради науки и немножко ради шоу. Итак, встречайте. Полчище, армия, отряд. Называйте как хотите, но перед нами действительно больше сотни нематод. Разных размеров, разной скорости, разной наглости. Некоторые выглядят так, будто готовы съесть соседа. Другие, будто только что проснулись. И если вам вдруг захотелось их пожалеть, то помните, это вы сами просили посмотреть их реакцию на марганцовку. Так что, ребята, простите, но эксперимент есть эксперимент. Посыпая немного сухих кристаллов марганцовки прямо сверху на каплю. Марганцовка, как обычно, даже не думает церемониться, моментально растворяется в капле. В центре образуется темно-фиолетовый кружок, и вот тут начинается самое интересное. Нематоды, которые еще секунду назад плавали спокойненько, теперь будто услышали тревогу. Они резко разворачиваются, ускоряются и буквально убегают от эпицентра. Практически никто не остался в зоне падения кристаллов, только несколько малышей, но их почти не видно, потому что центр стал темным. Двигаемся к краю эпицентра, и вот там видно настоящую драму. 3 нематоды, одна большая, другая поменьше и одна совсем маленькая, дергаются, извиваются, пытаются уплыть. Но буквально через пару минут все, движение прекращается, тела темнеют. Я ускорил запись, и выглядит это так, будто они реально запекаются. Не шутка, как будто в духовке поджарились. И те, кто был чуть подальше, та же история. Около 30 секунд и все. Повторяю, еще немного марганцовки. Сыплю небольшую порцию сухой марганцовки на другую группу. И здесь реакция еще быстрее. Но самое странное, маленькие нематоды держатся дольше, чем большие. Обычно в мире живых существ все наоборот. Маленькие хрупкие, а тут как будто наоборот. Но в итоге все равно погибают и темнеют. И вот интересный момент. Одна крупная нематода умудрилась выжить почти 6 минут, хотя вокруг нее уже все лежат готовыми. Она шевелилась, боролась, пыталась выползти из зоны, но марганцовка взяла свое. А еще страннее вот что. Одни нематоды темнеют, другие нет. Какие-то почти расплываются, а другие выглядят почти как были. Просто замерли. И тут у меня возникает мысль, возможно, это разные виды нематод, просто на одном участке. Теперь я решил провести эксперимент помягче. Не сыпать сверху, а положить немного сухих кристаллов с краю покровного стекла, чтобы раствор начинал проникать в каплю постепенно, образуя такую медленную движущуюся фиолетовую волну. И вот тут поведение нематод стало еще интересней. Первая под эту волну попадает крупная нематода с яйцами внутри. Казалось бы, концентрация маленькая, не яд, а легкое облачко, но она начинает медленно терять подвижность. И что еще интереснее, своим движением она сама закручивает вокруг себя поток марганцовки, усиливая контакт. Через 5 минут она уже двигается еле-еле. И я замечаю странное. Ее оболочка, кутикула, разбухает. Такое ощущение, что она отслаивается от тела. Я ускоряю запись. И видно, как эта оболочка реально расширяется. Тем временем цвет тела становится темнее, почти бурым. Но яйца внутри все еще живы. То есть кутикула страдает первой.
Другая нематода получает минимум концентрации, но реакция та же. Оболочка разбухает, тело темнеет, движения затормаживаются. Но рядом маленькие нематоды, и они как будто вообще не обращают внимания. Некоторые живут и через 8 минут попадания раствора. Это уже точно наводит на мысль о разных видах и разной устойчивости. Что с бактериями и инфузориями? А вот тут было совсем неожиданно. Бактерии живые, хотя концентрация вокруг уже приличная. То есть нематоды гибнут, а бактерии хоть бы хны. Инфузории, наоборот, погибают довольно быстро. Одна инфузория окрасилась и стала выглядеть будто законсервированной, другая начала вздуваться. И опять же странное поведение. Одни живут, другие нет. Разные виды, разная устойчивость. Микромир вообще любит удивлять. Марганцовка продвигается глубже. Крупные нематоды, жирненькие, погибают минуты за 4, немного темнеют, но довольно быстро перестают двигаться. Маленькие рядом спокойно извиваются. Как так? Почему малыш выживает под жесткой концентрацией, а большой нет? И есть момент, который меня реально удивил. Одна крупная нематода погибла и очень сильно потемнела. Прям черная стала. А рядом маленькая изгибается, двигается, да еще и активно. Она вся сморщенная, но живая. По итогу сдалась. Но дольше всех. А вот это был шок. В зоне слабой концентрации несколько нематод позеленели. Не почернели, не посветлели, а именно позеленели. Некоторые живые, некоторые погибшие, но зеленые. Что это? Реакция тканей? Взаимодействие органики с марганцем? Я буду рад, если в комментариях кто-то подскажет. На одной погибшей нематоде образовались крошечные иголки, похожие на кристаллы. Очень необычно, такое редко у меня встречается. И вокруг снова живые бактерии. Одна инфузория полуживая, рядом другие уже покрашенные фиолетовым, но полностью целые. Обычно труп инфузория разваливается, но здесь будто консервируется. Марганцовка странная штука. Почему такие разные реакции? Вот несколько возможных объяснений. Первое. Разные виды нематод. В одной капле легко может быть несколько видов, а у каждого разная устойчивость. Второе. Разный возраст. Молодые особи иногда выносливее, чем старые, особенно у микросущества. Третье. Толщина кутикулы. Крупные нематоды часто имеют тонкую оболочку, а мелкие – крепче. Четвертое. Разные концентрации марганцовки в разных точках. Раствор растекается неравномерно. Эффекты будут отличаться. Пятое. Химическая реакция тканей. Из-за марганца разные белки и оболочки окрашиваются в разные оттенки. Фиолетовый, бурый, зеленый. И шестое. Поведение самих нематод. Кто-то активно двигается и сам засасывает раствор внутрь, кто-то замирает и получает меньше. В любом случае, результат реально неожиданный. Марганцовка справляется с нематодами, но делает это очень по-разному. От мгновенного поражения до 80 минут борьбы. Вот такой получился эксперимент. Марганцовка мощная штука, даже в микродозе. Но реакция у нематод оказалась очень разнообразной. Темнеют, зеленеют, разбухают, закручиваются, распадаются или держатся из последних сил. И я очень хочу услышать ваше мнение. Почему разные нематоды реагируют так по-разному? Это действительно разные виды или просто особенность организма? Пишите в комментариях, и, возможно, я сниму продолжение с марганцовкой. Если вам понравилось, поддержите видео лайком. Это помогает каналу и мотивирует меня снимать еще больше экспериментов. Напишите, в чем искупать микроорганизмы. Я читаю каждое предложение. И, конечно, подпишитесь, чтобы не пропускать новые видео. Мы только начинаем, и впереди будет еще круче. Спасибо, что были со мной в этом микроскопическом приключении. Берегите себя, изучайте мир и помните, что даже в одной капле воды может скрываться целая вселенная. До встречи в следующем видео. Пока-пока.